дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама. У нас сегодня 2 апреля, прилетели мы 28 марта, были ночь в Хошимине, живем мы в Дананге, и сегодня с утра приехали в Хуян. На одну ночь остановиться и в том числе погулять, посмотреть по этому городу. Начало нашего дня смотрите в предыдущем выпуске, ну а сейчас мы продолжаем с вами прогулку по городу. Пойдемте. Пойдем. Идем гулять по улочке. Вот ресторанчик. А там какие цены? Ну, такие уже. Ну, допустим, вот вьетнамский суп фобо 65. Ну, в общем-то, нормальная уже цена. Неплохая цена для центральной улицы, да. Но мы же с тобой видим, сейчас идем, получается, по самой такой туристической зоне. Типа как старого города идет. Поэтому здесь цены завышены, но она нормальная. А еще мы обратили внимание, что здесь, конечно, очень много спа. И они посимпатичнее, чем у нас в Дананге. Ну вот, допустим, смотрим фуд-массаж 390. Но цены выше. И они такие прям симпатичные. Они симпатичны, но цены выше. То есть, если в Дананге они стрёмненькие, но по 200, то здесь они приятные, симпатичные, но по 390. Опять. Да, пошивочные. Пошивочные. Их здесь прям просто полно. Такое ощущение, что здесь город модели. Да. Они полно. Вот тоже. Можно прийти, да, и тебе сошьют любую вещь по твоим меркам. Из любой ткани. Ну, прям улочки мне нравятся. Они такие вот все красивые, старинные. Желтые эти вот домики. Велосипед моет, чтобы был чистый. Вот эти фонарики. Многочисленные фонарики. Духи, ароматы какие-то. Спасибо. Парфюм. И очень много таких вот магазинчиков небольших. С различными красивыми заколками, украшениями. О, ковры. Красивые, очень красивые. Да, вижу. Судя по карте, проходим тоже какой-то исторический памятник, но мы так и не поняли, что это такое. Не можем найти никакую информацию. Сюда? Да не хочу, там ювелирка. Как-то я не готова к ювелирке. Она все равно здесь будет не дешевая. О, смотри, что-то готовит уличная какая-то еда. Это суп. Да. Вот так вот готовят. Класс. И здесь же снова опять пошивочный центр. Угу. Картины. С одной и с другой стороны. И снова ковры. Кашемир, кстати. Кашемировые одеяла. Ну да. Ну в этом плане, конечно, очень интересный городок. Не похожий ни на тот, где мы живем. Да, я бы сказала, даже не похожий ни на что другое. Ничанг нет, тоже отличный. Да. Я прям Греческий ресторан. Здесь вот цены. Ну, как в Греции, я бы сказала. Ой, а там вышивальщицы. Картины, которые они вышили. Получается вышивание. Угу. Есть, конечно, такая картина. Вот. Будет стоить 22. Таким вот путем мы практически дошли до набережной. Спросите, где мы идем, я вам даже не отвечу, где мы идем. Мы просто где-то идем. По этим улочкам.
Ходим, бродим. Да, здесь, конечно, очень много. Они между собой переплетаются. Разные. Счастливые часы. С 2 часов дня до 6 часов вечера покупаете одно бесплатно. Относится на каберне савиньон, шардоне, игристому, пиву. Вот так вот. Здесь много, смотри, всяких таких интересных магазинчиков с одеждой. Невероятно количество, причем настолько интересная одежда, настолько все интересно. Ага. Просто вот хочется много чего купить. У меня во Вьетнаме такое впервые. Да. Когда прям вот хочется все потрогать, все купить. Так все красиво, так все хочется руками потрогать. Это настолько вкусно. Ну, невероятно. Мне город безумный. Я вот в него влюбилась вот с первого мгновения. Мы вышли к реке. Ой. Мне кажется, наверное, здесь запускают всякие эти лодочки. Видишь, они с фонариками. Наверное, здесь и запускаются эти лодочки. Вечерняя, которая вот. No, thank you. Чего от нас хочет? Она предлагает прокатиться на такой лодочке вокруг островка. Но, кстати, на этом островке, вокруг которого она предлагает прокатиться, есть отельчик. Мы когда думали, где остановиться, а отель мы выбирали вчера, и вчера мы его забронировали здесь, в Хойяне. Мы в том числе выбрали, видели этот отельчик, на него смотрели. Но посчитали, что вдруг здесь будут комары, какая-то вода, влажность. Но прям мне очень нравится. Смотрите, какая красота. Вот такие маленькие улочки. Идете по ним побродить. Вечером все эти фонарики горят. Прям. И если эти лодки еще здесь плавают, получается, они загораются, все эти фонарики. Прям вообще красота. А еще мы идем и говорим, что здесь в разы теплее, чем в Дананге. Да. Потому что мы даже вот сейчас идем возле воды, но за счет того, что город немножко спрятан и дальше, наверное, от моря находится, вот мы находимся в месте, в центре, где нет особого ветра. То есть он есть небольшой, но он теплее. Здесь реально, вроде мы не так далеко находимся от города Дананг, а по ощущениям здесь в разы комфортнее, теплее, мы спокойно ходим с открытыми руками и, в общем-то, не чувствуем себя дико замерзшими. Вот я бы так сказала. Потому что в Дананге мы сейчас ходили бы в куртках. Вот. Да, мы в куртках и уехали оттуда. Какая здесь красота. А еще мы посмотрели, что вот эта вся территория, скажем так, старого города, так называемая, она закрыта от машин. Здесь ездят только вот на таких вот велосипедах, либо на мотоциклах, мопедах, короче, вон там. Машины здесь не ездят, поэтому если вам нужно отсюда уехать на такси, то нужно обязательно будет выйти из центра, из старого города и дойти до общей зоны, где уже будут ездить автомобили. Так что вся эта зона закрыта от машин. Но это тоже так хорошо. Да, фонариков здесь очень много продается. А вроде как их тоже, мне кажется, нет. Хотя вроде не их запускают. Какие-то фонарики должны запускаться в воду. Фонариков. И вон там уже я вижу машины. Наверное, там мы сможем вызвать такси. Все, мы сели на такси.
Едем в отель от старого города, получается, до нашего отеля. Отель у нас называется Гранд Палас, что-то Хоян. Гранд Санрайз Палас Хоян. Ехать 62 тысячи вьетнамских донг. И показывает, что ехать нам 12-15 минут, в зависимости от трафика. Вернулись обратно в город из нашего отеля. Видео про отель смотрите в отдельном выпуске. Так, давай переходить. Так. Можно? Спасибо. Все. Мы перебежали оттуда расколотцы. Здесь трафик, конечно, посерьезней. Но здесь просто меньше проезда для машин, потому что здесь большая часть города, именно старого города, мы сейчас находимся в старом городе, перекрыта от движения. Так, и вот мы пытаемся теперь с маленькой такой улочки дойти до центра. Мне кажется, сейчас... Улочка невероятная. Да, мне кажется, это такая чисто уже вьетнамская, не особо туристическая. Здесь бадминтон где-то играет. И мы такие идем. Главное, чтобы проход был. Какая красота. И фонарики, видите, уже загораются. Чем как раз вот отличается вечерний Хоян, то, что сейчас везде загораются фонарики. Так, а нам разве не сюда? Надо проверить. Я не понимаю, куда мы идем. Ну вон уже туристы, вижу. Я вижу туристов, ура. А то так мы шли. Просто мы решили с дороги уйти. Завернули в улочку. И отлично, как обычно, отлично завернули. Любим мы куда-нибудь завернуть. А потом такие идем и говорим, а вообще где идем? А мы правильно идем? А здесь все будет хорошо с нами. Вышли больше к цивилизации. Да. Видишь, кстати, дороги перекрытые. То есть, получается, здесь вот уже относительно пешеходные улицы. Только на этих мопедах сюда приезжают. А так... Чем мне понравился Хоян, то что там очень много, относительно пешеходных улиц. Ой, игрушки, магазин игрушек. Видела магазин кружек, сказала, все хочу. Магазин кружек, хочу. Где кружки? Шли сквозь магазин и вышли к еще одной интересной улочке. Какая красота. Все горит, все подсвечивается. Вот эти вот фонарики, конечно, очень антуражно. Да, вот она река, нам как раз на нее, мы к ней подходим. И вообще фестиваль, самый главный фестиваль проходит каждый месяц в 14 лунные сутки, если я правильно прочитала. Когда вообще весь город гаснет, и горят только одни фонарики, и их запускают на реку, вот на все вот такого формата, желание загадывают. Но... Как я поняла, как я вычитала в различных путеводителях, за счет того, что это очень популярная вещь, то, в общем-то, в другие дни точно так же можно наблюдать, как горят фонарики, и как горят фонарики на лодках, как лодки спускают фонарик, и как очень много китайских туристов, в том числе, любят эту традицию, до сих пор запускают любой день, любой вечер на лодках свои фонарики. Выше к реке, как видите, уже лодочки плавают. Конечно, выглядит очень красиво. Да, мы сейчас дойдем туда до мостика. Мне кажется, там будет самая такая красота. Там сразу вечерние лавочки. Угу. Очень много желающих, видите, туристов. Хочется сесть на лодку, покататься, запустить фонарики. Я говорю, это прям такая у них активность в Хояне очень популярная. Фрукты. Как она будет сориентироваться? Увидела, что у меня камера. Фото, мани. Нет, фрукты, нет фото, мани. Красота. Заметила, что здесь очень много всяких кожаных магазинов и очень много магазинов одежды. Прям и там можно по вашим размерам сделать любую обувь. Именно
по размерам вашей ноги. Видите, сколько кожи разной. Угу. Вот такие вот магазинчики, куда вы можете прийти, вас нарядят, вас стилизуют и потом, наверное, фотографируют в национальных костюмах. Классно. Вот удивительно, мы приехали в старый город к реке. Мы сейчас сняли, река, да? Да, мы сняли куртки, потому что здесь реально гораздо теплее, чем вот там, где стоит отель. Такое ощущение, что здесь подогревают. Абсолютно. Вот я иду, и мне реально стало жарко, я сняла куртку. Ветерок такой прям вот теплый. Причем от этого ветерка ты кайфуешь, тебя хоть что-то обдувает. Кафе интересно. Прям старенькое такое. Угу. Какой-то кафе. Очень интересно. Там, кстати, людей много. Смотрим по цене. Ну, слушай, в общем-то, черное кофе стоит маленький 35. Чай высокогорный. Здесь у нас вот коконат кофе 59. Я бы сказала, даже цена не выше, чем мы с тобой пили в Дананге. Кстати, не обходится здесь и без магазинов со знакомыми брендами. Без этого здесь никуда. Блинчики всякие, в том числе банановые блинчики. Но цены вот так вот не написано, непонятно по какой цене. А еще, кстати, мороженое здесь делают. Да. Хочу посмотреть цены. 40 тысяч вьетнамских дон стоит мороженое. Мы дошли до места, где катаются лодочки. Выглядит вот так. Так вот запускают фонарики. Загадать желание запустить фонарик. Ты его подальше туда, прям подальше. Фонарик в воду стоит 50 тысяч вьетнамских дон. Грубо говоря, 350 на 2, 175 рублей. Я думаю, это того стоит. Но мы попытались проследить за своим. Правда, здесь очень много одинаковых. Ты потом уже не понимаешь, где конкретно твой. Но за счет того, что лодочки плавают, вот там, волна от них идет, и все другие прибиваются к берегу. Но мы очень долго смотрели, и мне кажется, наш был борец. Он до сих пор плывет и не сдается. Когда его прибивает к берегу волной, он обратно, когда лодочка уплывает, отплывает от берега и пытается бороться и плыть дальше. Оживает набережная вечером. Все фотографируются. Но если днем много, но все равно много, но не так, да. В общем, я предлагаю потихонечку двигаться уже в сторону, где мы можем вызвать такси. Основное мероприятие мы застали. Нам нужно было застать красоту вечернюю. Они только начали отплывать. Да. Как только начинало смеркаться. А я представляю, как это красиво, когда происходит
выключение всех. Да, то есть получается в основной праздник, а основное освещение выключается. То есть весь вот искусственный свет такой выключается. А гореть только все фонарики. Да, И да, это прям, знаете, вот я идти, представляю, невероятно красиво, наверное. вот ты идешь по этой улочке, горят только одни фонарики. Класс. Как же красиво. Вечерние Хойян еще красивее, чем дневной. Дневной нам понравился. Это собери сам, я так понимаю. Ну да, красота. Вот, а это вот открытки вот эти вот, которые закрываются. Да. Вообще. Атмосфера невероятная. Еще музыка фоновая вот эта играет. Вообще невероятная атмосфера. Как интересно. С вами по этой улочке шли днем, и она совсем иначе выглядела, как выглядит вечером. Честно скажем, мы в восторге от этого города, прям в диком восторге. То есть мы еще отсюда не успели уехать, а мне уже сюда хочется вернуться. Это настолько город вот какой-то... Он пронизан какой-то любовью, историей, да. любовью, каким-то Невероятно. настроением своим. Да. Ну, Благополучие какое-то. но ощущения здесь просто шикарнейшие. Здесь просто отдыхают. Да. Вот на этой потрясающей вечерней ноте мы завершаем сегодняшний наш день. Сейчас поедем в отель, ну а об этом уже будет отдельный выпуск, именно выпуск про наш отель. Приезжайте в Хуан, здесь потрясающе красиво, и думаю, вам здесь очень понравится. Эмоции просто захлестывают. Завтра будет новый день и новое путешествие. Куда поедем, увидите в новом выпуске. А на этом с вами прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы помните, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока-пока. Мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.